Дорогие белорусы, признаюсь, мне очень сложно сегодня говорить с вами в этот день, который должен быть праздником. Мой прадед, Кривулец Афанасий, был ранен в бою под Берлином и умер всего за несколько дней до окончания войны, 2 мая 1945 года. Мой прадед не вернулся с войны, но многие защитники и защитницы смогли вернуться домой. Сколько добрых дел можно было бы сделать и скольких героев отблагодарить за мир. Но режим вместо этого каждый год воспевал саму войну, а не победу в ней, чтобы однажды помочь Кремлю начать новую. И в День Победы мне придется говорить с вами о том, что Путин и Лукашенко втянули Беларусь в войну, в которой Россию ждет поражение. Мы все читали в учебниках о том, как альянс стран, победивших Гитлера, праздновал победу. Но, возможно, мы намного хуже помним, каково было странам, проигравшим ту войну. Что Германия за нанесенный ущерб много лет выплачивала огромное количество денег, передавала технику, авиацию и даже целые заводы. И вместе с Германией репарации платили страны-союзницы. Поражение в войне – это ужасные последствия для населения страны-агрессора. Падение производства, деградация сельского хозяйства, нищета, отсутствие жилья, уничтоженные международные отношения, санкции и вдобавок ко всему этому долги. Огромные долги перед странами, на которые было совершено нападение. В тех же самых учебниках по истории написано, что план Маршалла от США помог спасти экономику Европы, которая лежала в руинах после Второй мировой. И это помогло пережить кризис многим государствам. Такой план помощи на 3 миллиарда евро уже разработан в Евросоюзе для Беларуси. Правда, рассчитывать на эту помощь наша страна может только после смены власти. Ведь сейчас белорусская армия, сам Лукашенко, все его окружение, силовой аппарат делают все, чтобы войти в историю преступниками. Преступниками, которые были соучастниками войны против мирного народа Украины и проиграли в этой войне. Но поражение в войне – это не только экономические потери. Сегодня для Беларуси это значит быть союзником того, кого мир запомнит так же, как помнит фашистов. Что бы ни говорили по телевизору, военные преступления российской армии уже доказаны международными правозащитными организациями. То, что Путин делает с Украиной, это бесчеловечная, чудовищная казнь. Казнь не только мирных украинцев, но и будущего России, а вместе с ней и будущего Беларуси. И именно поэтому мы делаем все, чтобы народ Беларуси во всем мире отделяли от режима и тех, кто его поддерживает. Прямо сейчас для них заканчивается последний исторический шанс выбрать сторону. Я больше не обращаюсь напрямую к ним, потому что знаю, что они меня не услышат и не примут эти слова от меня. Я обращаюсь к вам, белорусы, и прошу, если среди ваших родных и знакомых есть военные и милиция, поговорите с ними. Обратитесь к ним, даже если после 14, 20 или февраля 22 вы больше не разговариваете. Обратитесь к ним и скажите, что диктаторы проиграют эту войну, что они захотят утянуть за собой наш народ, но им нельзя этого позволить, что уже не важно, нравится им Бабарико, Тихановский или Лукашенко или нет. Важно сохранить Беларусь и ее честное имя. Мои, ваши, их деды вместе погибали за эту страну. Так разве мы имеем право предать подвиг тех, благодаря кому мы все появились на этот свет?